Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду. Пиши. Привет. Привет. Какие у тебя кудряшки. Ой, На фотках спасибо. ты была без кудряшек. Да. Но я не поправляю часто. А у тебя от природы они вьются. Угу. Вот скажи, это же действительно у женщин так? Привет. Привет. Это же Может, действительно... это- Да, давай, привет. О, привет. Это действительно у женщин же так, да, устроено, что волосы, если они ровные, их надо накручивать. Прямые, да? Кудрявый выпрямить. А кудрявые завить. прямые завить, да. То есть, это скажи, это протест какой-то, что ли, природе или что? Типа, а я на... Надоедает постоянно. Это именно вариант с надоеданием, да? Да. Ага. Просто у меня действительно, в жизни так происходило. У меня были девушки, у которых вьются волосы, и они их постоянно выпрямляли, да? А было там какое-то время, наоборот, модно на бигуди закручиваться или еще какие-то Ой, я истории. помню, раньше были такие с такими зацепками. Но Да. я выпрямляю очень часто. Если дождик, я иду с кудрявыми, потому что они А сразу смысла завьются. нет, потому что они сразу завьются, да? Мгм. Блин, круто на самом деле. Расскажи что-нибудь о себе. Вообще, что тебе рассказать? Расскажи мне что-нибудь, как ты, кроме того, что выпрямляешь кудряшки, чем занимаешься? Я Может быть- работаю, Мгм. иногда пою, так для себя. Споешь? Самый лучший день заходил вчера, ночью ехать лень. Посмотрим. Может, попозже. А что поешь? Да вообще просто песни. Как каверы бывают, записывают. А ты играешь на каком-то инструменте? На фортепиано. На фортепиано играешь? Мгм. Я в музыкалку ходила 11 лет. Потом Так. переехала и все бросила, получается. А почему не стала продолжать? Да, учеба там было вообще сложно. Со временем экзамены, не экзамены, потом пары, курсовые. И я, все так закрыла. И только дома для души что-нибудь снимаю, и все. У тебя дома для души фортепиано стоит? Но стояла в том городе, откуда я приехала. Вот оно Тут в что. Питере у меня вообще ничего нет. Ты не... Чисто работаю. Я не знаю. Скажем так, есть цели. Знаешь, как надо говорить? Вот вижу цель, не вижу препятствий. Вот хочешь себе фортепиано, значит, будет у тебя фортепиано. А вообще ты, скажи мне, пожалуйста, а что ты ждешь вот от встречи вот с сайта знакомств вообще с мужчинами? Тебе же, наверное, какой-то нужен... судя по тому, что я вижу, тебе нужен какой-то постоянный кавалер же, правильно? Вообще, да. Мгм. Я всегда за такие серьезные отношения. Мгм. То есть мне не нравится, когда так все одноразово. Мгм. Это вообще не про меня песня. Мгм. Я согласен с тобой, знаешь, вот в отношения же тоже вкладывать нужно, да? Конечно. Вкладываешь, а потом хлоп, и вложения не оправдываются. Это как с любым бизнесом. Бывают разочарования, конечно. А важно тебе, например, я сразу вот задам вопрос, важно ли тебе там материальное положение молодого человека, Ой. статус? Нет. Вообще, мне самое главное, чтобы на ментальном уровне все было четко, все было гладко, все так, чтобы гармония была. А вот эти деньги не деньги, деньги это вообще возобновляемый ресурс. Так. Поэтому для меня это не так важно. Тем более какие-то проблемы с финансами они у всех бывают. Я понял. Что касается гармонии и возобновляемого ресурса, на самом деле ты права. Если человек бодрый, скажем так, амбициозный и не ленивый, то заработать всегда сможет. А если человек внутри, то этого не произойдет никогда. Вообще, у меня никогда не было скучных отношений. То есть Да? мне всегда нужно, чтобы партнер, он как-то сам развивался. Вот я просто смотрю на тебя, мне кажется, что ты там таким чем-то интересным занимаешься. Я чем-то интересным занимаюсь, да. Расскажешь? Расскажу, чем-то интересным занимаюсь. Я, знаешь, я занимаюсь тем, что зарабатываю деньги. Как многие. Как и многие, да. И мои цели — это вот
какие-то, знаешь, финансовые победы. Поэтому у меня есть несколько отраслей, в которых я пытаюсь соревноваться с вселенной. Вот, даст, не даст, что называется. Ничего себе. Ну да, вот. И, в общем-то, неплохо в этом преуспеваю. Но, опять же, видишь, я же не зря спросил, тебе важен этот момент? Ты говоришь, что тебе не важен этот момент. Значит, пусть этот момент Это вообще пустяк. будет бонусом, если у нас все будет хорошо. Ну, просто многие девушки сейчас меркантильные Да. в основном. И такие мужчинам вообще не нравятся. Платить на первом свидании за все, вообще про все. Вызвать там такси. Мне кажется, так делают неуверенные в себе девушки, которые сами за себя заплатить не Ты ж моя хорошая, иди обниму. Ты просто прекрасная, Господи, спасибо тебе за то, что послал мне эту прелесть с таким сознанием. Слушай, может быть, мы что здесь сидим-то? Может быть, мы продолжим где-нибудь, куда-нибудь отъедем? Что? Поедем, куда-нибудь съездим? А мы можем заехать, где местечко закрытое? Ну, где мало народу. Местечко закрытое, гараж, где мало народу? Можем отъехать, где мало народу. Я этот район хорошо знаю. Сейчас отъедем, классно, да. Сейчас вот здесь вот у народу поменьше. Здесь вообще никого нет, кроме бродячих собак и бомжей. И я их всех знаю, кстати. Они нам не помешают, если что. Да. Вот здесь достаточно мало народу. Вот смотри, здесь вообще никого нет. Здесь пустырь, я говорю, вон собака одна сидит там под кустом. Ну, ты меня прям заинтриговала. Ну, отъехали. Ну, вообще, Так. для меня, конечно, не важно, там какие-то финансовые и так далее. Вот, но мне с мужчинами в последнее время вообще не везет в таком плане интересном. В общем, мне важен размер. Размер имеет значение. Афра длинная балда. Я так понимаю, не размер зарплаты, да? Ты меня нормально пойми, конечно. Просто для меня это реально важно. Вот, и как бы постоянно как-то знакомишься, вроде все так классно, гармонично, а потом такой казус происходит, и приходится прощаться. То есть я рано радовался, что Бог послал мне Почему? приличную девушку, какой-то подвох в ней должен был быть. Да я шучу, конечно. Да не, ну слушай, и дальше. И что? Ну, я, в общем, подготовилась. Ты меня... Так, и что? И я что? хотела померить. Ты бы хотела померить, ну, размер не моей зарплаты, да? Слушай, ну такое вообще первый раз у меня в жизни, я тебе могу сказать, происходит. Ну, да. Нет, я раньше показывал его своим девушкам, да. Нет, я к тому, что никто с линейкой не мерил у меня с рулеткой. А можно я на секундочку рулетку посмотреть? Нет, я посмотрю просто. Я просто на всякий случай. 2 метра? Ты у кого, ты с кем на свидание хотела прийти? С китом? Или с нарвалом? Или с кашелотом? 2-метровая рулетка? Ну, то есть я мог понять еще там... Знаешь, есть такие же совсем маленькие рулетки на брелки, там, да, сколько они там, сантиметров 50, а тут у тебя 2-метровая рулетка. Я просто, то есть ты рассчитывала, что удача прямо улыбнется тебе, да, сегодня? Конечно. Держи. Симпатичный мужчина. Симпатичный мужчина, да я просто... Чем ты занимаешься? Еще один момент нужно уточнить, и тогда уже будет дальше видно. Я просто сам всего 1,80 м, и 2-метровая рулетка, это, конечно, очень круто. Слушай, ну, больше, это, ну, блин, ты меня вообще очень сильно врасплох застала. Мне кажется, даже я покраснел чутка. Ну, хотя нет, на рыжей бороде не видно. Ну, это прям, конечно, спасибо тебе за откровенность. Дайте пожму руку, можно? Спасибо тебе большое. Ты прямо... Ну, зато ты прямолинейна, правильно? Ну, то есть ты сокращаешь расстояние до всякой... Вот я люблю таких девушек, вот честно тебе могу сказать. Пришел, обозначил приоритеты, и, соответственно, чтобы потом не было никаких разочарований, да? Да, в каком-то фильме я это видел. Но мне как-то...
я не знаю, мне как-то не по себе, что ли. Я сейчас чувствую себя каким-нибудь подростком, который первый раз, там, знаешь, видит обнаженную женщину. Ну, какой-то это такой момент такой, знаешь, типа 5 минут знакомый, и давай померяем, чтобы потом вариантов не было. То есть у меня в голове-то какие варианты? Он же сейчас как бы, типа, отдыхает, понимаешь? И надо же как-то мерить его в каком-то энергичном состоянии, а я как-то я немножко, ну, мне уже не 16, Да, понимаешь? мне кажется, при виде меня все будет Да? нормально. А есть какой-нибудь другой способ? Вот что-нибудь другое, например, чтобы как-то нам... Так говоришь, как будто ты стесняешься. Я стесняюсь. Ну, я стесняюсь, и как-то это, я не знаю. Стесняешься не в плане поведения, а в плане размера. А в плане размера. Как будто у тебя Ты меня... комплекс, что ли? Ты меня... Скрываешь как-то. Ты меня почти раскусила. Да нет, на самом деле ничего я не стесняюсь, но как-то это жестковато. И все-таки, видишь, не сильно здесь безлюдно, люди ходят, и я такой, типа... Видишь, мужичок чего-то там в рюкзачке несет. Так, а нельзя как-то, по-другому? Может, мы куда-то сходим сначала, потом, может быть, как-то мы в каком-то другом месте этот момент определим. Сходим в плане в каком? Сходим там поесть в ресторан, потом, знаешь, подрасслабимся, потом куда-то... Время тратить на это вдруг не сойдется. Понятно. А время потрачено. Согласен. Слушай, я, не знаю. Ты про другой вариант спрашивал? Он, конечно, есть. Так. Я, конечно, немножко уже начинаю разочаровываться. Подожди, спокойно. Не надо разочаровываться. Просто ты неожиданно с этим вопросом, понимаешь? Возможно. Так, какой вариант есть? В общем, нужно померить расстояние от большого до указательного. Точно! Можно же еще размер ноги, да, говорят. Нос у меня вообще огромный, я думаю, что ты можешь... Но ты хочешь померить именно расстояние, Давай. да? Давай тогда руку, раз ты так Давай. стесняешься. Я не стесняюсь, давай померим расстояние между пальцами. 19. 19. А я что говорил? Если честно. Что? Что? Такое себе, конечно. Такое себе? Ты же сказал прямолинейно. Так. Мне нравится. Я говорю, что мне этого мало. Прекрасно. Ничего себе. Расклад. Нехило. Я могу, что тебе сказать, только позавидовать, что... Да что я могу теперь со своими 19 сантиметрами? Ты, то есть, собирался гордиться этим? Вообще, да. Понятно. То есть, нет. Что нет? Не срастется у нас. Получается так. К сожалению. Просто видишь, столько знакомств и столько времени на это уходит, и просто потом разочаровываться в один момент определенный, когда ты ждешь чего-то большего, а там не больше, по сути. Ладно, что я могу сказать? Спасибо, что пришла. Давай, счастливо. Да, спасибо, конечно. Давай, пока. Время мне немножко уделить. Да, спасибо тебе. Останусь я в печали. Давай, конечно. Есть ли возможность у девушек, которые смотрят этот канал, как-то меня утешить и успокоить? Ведь теперь у меня разовьется комплекс неполноценности со своими мизерными 19 сантиметрами, огромным носом и 43-м размером ноги. А девушка была, кстати, очень хорошая. Мне вот такие нравятся. Это я стопудово уверен, что в тихом омуте черти водятся, да? То есть она такая вся скромная, ходит с рулеткой 2-метровой, чтобы померить размер счастья. А говорят, счастье нельзя измерить. Оказывается, можно. Пишите, что по этому поводу думаете. 19 сантиметров это типа мало? Ладно.
Пойду отращивать, что ли? Пишите.